Здрасте, вам на Константина Заслонова? Да. Садитесь. Может, дверь откроете хотя бы? Нет. Почему? А что это такое? Почему не открываете дверь? Я вызвала такси. Ну, садитесь. Мне открыли дверь. Ну, я понимаю, но это не тот тариф. Вы садитесь сами и поедем. При чем здесь тариф? Это просто, ну, бизнес и выше, там открываются двери, а здесь самостоятельно открываете Мужчина, дверь. вы же понимаете, что это просто как-то не по-джентльменски, совершенно недоброжелательно. Я клиентке заказала такси. Не, ну слушайте, это же сфера услуг, а не, я не знаю, не английский клуб джентльменов. Мы же тут Вы же работаем. мужчина, вы же понимаете, что человек ожидает отношения к себе. Я вызвала такси, я девушка, я хочу, чтобы мне открыли дверь. А вам часто так вот в таких тарифах? Ну, вы знаете, Бывает. вообще как-то да. Вот Серьезно? Я редко сталкивалась с тем, чтобы просто человек как истукан сидел таксист и вообще даже не открыл дверь. Между прочим, на улице грязно, если вы не заметили. Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. И что? То, что я не хочу трогать руками грязные ручки, мне на мероприятии, между прочим. Ну, Не правильно. хочу запачкать одежду и руки. И не хочу портить им настроение, хочу, чтобы за мной поухаживали. Нет, ну смотрите, давайте будем объективны. Есть просто более дорогие тарифы, и там в стоимость включена эта услуга. А здесь, ну... Ну, я понимаю, но иногда хочется все-таки надеяться на какой-то человеческий фактор, а не просто на тариф. Понятно, что если бы я вызвала тариф, то вы должны вообще были посидеть в смокинге с бабочкой, с уложенными волосами, а не в кепке. На вас должно было быть приятно смотреть. А сейчас на меня неприятно смотреть? Ну, а сейчас вы похожи на гангстера. На гангстера? Да. Пацану нужна помощь. Иначе вырастет гангстер. Ну, или на гастробайтера. Спасибо за поездку, 213 рублей. Прекрасно. Ну, смотрите, на самом деле, возможно, вы и правы. Вот я сейчас так подумал, прикинул, и действительно, ну, если бы я вышел и открыл вам дверь, я бы перестал быть похожим на гангстера и стал бы быть похожим на мужчину. На мужчину. Согласен. Ну, вот видите как, это уже как-то... Ну, смотрите, а вот у меня будет шанс исправиться, например. То есть, если я в следующий раз вам или кому-то другому открою дверь, я уже стану на путь исправления? Я думаю, что впечатление о вас будет лучше. Лучше. Вы получите как-то, мне кажется, лучшие оценки. И как бы ваш сервис это тот другой. Вот смотрите, когда вы не ругаетесь, у вас очень приятный голос. А вы случайно не аудиокниги не записываете, просто у вас такой тембр как раз приятный для восприятия. Ну, не совсем. Я не совсем, конечно. Может, на радио работаете? Нет, я не радиоведущая, но, тем не менее, я связана с искусством, я певица. А вы поете? Да. Серьезно? Да. А я слышу, что у вас, ну, какая-то, я не знаю, как это правильно сказать, поставленный голос или как, или рабочий голос. Рабочий, да, наверное. Рабочий голос, есть такое, да, понятие? Ну, рабочий просто? инструмент, даже работаю с голосом. Я же выступаю на концертных площадках, на корпоративах. Ну, это Иногда круто. принимаю участие в разных шоу. О, ничего себе. А как вас зовут? Наталья. Наталья, очень приятно. Меня Евгений. Наталья, а я не буду слишком дерзким, если попрошу вас спеть? Ну, хоть чуть-чуть чего-нибудь. Вы хотите, чтобы я вам спела? Ну, а почему нет? Если вы это умеете делать, а мне будет приятно, и это немного разрядит нашу обстановку. В принципе, почему бы и нет? Ну, отлично. Единственное, что у вас в машине очень жарко. Я вас прошу убавить печку, и придется снять пальто. Мне некомфортно. Хорошо. Я надеюсь, это поможет вам спеть лучше. Надеюсь. Главное, чтобы вы не опоздали. Да мы не опоздаем. Нужно успеть на мероприятие ко времени не опаздывать. Ну, хорошо. Потому что, если честно, это мое слабое место. Я всегда опаздываю. Ничего страшного, мы успеем. Так Я вы нервничаю. не нервничайте.
Но вы уговариваете меня спеть? Да. Ну что ж, я, наверное, действительно спою. Ну, было бы неплохо. Но мне кажется, что для этого лучше мне пересесть все-таки на переднее сиденье, мне так будет комфортнее петь. А мне так будет комфортнее слушать, видимо. Ну, сейчас Потому тогда что я... звук сзади, он какой-то такой вот, он Не долби Немножко- surround, я понял. Он немного теряется, я боюсь, что вы меня нехорошо будете слышать, и у вас останется в моем пении неправильное впечатление. Удобно будет вот здесь вот выйти вам и пересесть? Хорошо. Давайте. Ну, сейчас-то вы откроете, я надеюсь, мне? Спасибо. Ну, чтобы сейчас... Вот пока куца, но вот так. Простите, просто там поток машин, боюсь, что как бы меня не зацепило. Ну, спасибо. Так. Ну, что вам спеть-то, говорите? А я не знаю ваш репертуар, но А вы у меня- можете выбрать, У меня большой репертуар. что хотите. А Вообще, мне не важно, мне будет приятно, если вы споете что угодно. Вы были вообще когда-нибудь в Нью-Йорке? В Нью-Йорке Да. Я был лицом в пирожном Нью-Йоркер. Был Что? в магазине Нью-Йоркер, а в Нью-Йорке не был. Ну, это такой, типа, шутка такая, Понятно. не смешная. Не был я в Я Нью-Йорке. поняла, наши люди на такси булочно не ездят. Ну, не были мы ни на какой Таити. Нам и здесь хорошо, нас и здесь неплохо кормят, да? Так и что в итоге, да, что в Нью-Йорке? Между прочим, я была в Нью-Йорке 2 раза в жизни. Ничего себе, Даже 3. ничего себе. Вот я даже там жила. Ничего себе. В 2000 каком-то там махровом году. Приехала в первый раз туда в гости. Так, У меня там папа работал. так. Вот. И еще, между прочим, посетила Метрополитен опера. Так. Вот, гуляла в Центральном парке, ездила на Брайтон-Бич. А в следующий свой приезд я уже приехала туда с концертами. Ага. Вот. И практически можно сказать, что я выступала в нескольких штатах, в том числе в Бостоне и в Нью-Йорке. Ничего себе. Вот. И даже прошла кастинг на бродвейский мюзикл, но потом как-то... Так я везу звезду, простите. Я понял. Так. Так вы все-таки, может быть, споете что-нибудь? Ну, давайте я вам спою про Нью-Йорк. Давайте, отлично, супер. Я готов. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. In the New York, I wanna wake up in the city that never sleeps, to fight and kill on the hill, top of the hill, flying on the town breeze, I'm melting away. I'll make a brand new start of it in the New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. У меня даже мурашки, смотрите. Я прям не шучу. Они по вам уже бегают, да? Бегают, да, ну это круто. Это же типа такой неофициальный гимн Нью-Йорка, да? Ну, получается, что так. Это же это круто. Получается, что я скучаю вы по этому молодец, городу, ничего хочу себе. еще раз туда попасть. Блин, вот у меня, понимаете, такая проблема. Я люблю пение, сам люблю петь, но главное, чтобы никто не слышал, потому что у меня ситуация какая? У меня не просто медведь на ухо наступил, он на нем переночевал, а потом еще изнасиловал меня в это ухо. Какой То есть, ужас, да, Господи. все очень плохо. И То есть у вас совсем безнадежный случай, да? да. И поэтому я всегда с большим трепетом отношусь к людям, которые хорошо поют, и я прям вот... Ну что ж, зовите меня на мероприятие, я выступаю. А, серьезно? В банкетах, да. Если у вас Прекрасно. какие-то друзья хотят, например, заказать артиста, то я могу представить шикарную программу с Это разным жанром. прям вообще круто. Я пою. Оставите номер телефона? свой? Да, Супер. хорошо. У вас в заказе не высвечивается номер клиента? Ну, лучше, чтобы вы мне оставили на всякий случай. Хорошо, запишите, если что. Да. Я могу надиктовать вам номер.
Да. Сейчас мы доедем, тогда я возьму у вас телефон, Ну хорошо? хорошо, ладно, договорились, так и Ага. быть. Ну, на самом деле, вы, действительно круто поете. Мне вообще очень понравилось. Спасибо. Я прям вот бы вас бы возил с собой, и вы бы вместо радио бы... Да я могу вам, Ну, в я принципе, не потяну видео. по деньгам, видимо, просто на самом деле. Я думаю, что можно договориться, если, конечно, вы будете открывать двери мне. Да. Давайте я вам сейчас возьму телефон и помогу вам тут с дверьми. Так, сейчас, секунду. У вас наличные У меня наличный расчет. 352 рубля. Так, скажите телефон? Да, пожалуйста. Давайте. Записывайте 8, Ага. 9. Наталья. Ага, я прозвон вам сейчас сделаю, там где у вас высветится. Ну, окей. 352 рубля сразу. Да. Так, сейчас, секунду, сдачу. Да не, оставьте, не надо. Точно? Пусть у вас будут чаевые. может. Подождите, я вам дверь открою. Да, Спасибо. пожалуйста, будьте так добры. Давайте руку. Спасибо. Еще мою куртку, пожалуйста. Да. Хорошо, удачи вам. Спасибо вам, до свидания. Эх, не зря у меня чесалась левая рука всю дорогу. Наверное, обратили внимание, я почесывал ее. Друзья мои, вот вам лайфхак. Я им пользуюсь редко, потому что эмоции обычно бегут впереди разума, но если с холодной головой подходить, то любая женщина с ПМСом, не знаю, с чего-нибудь еще, да, с каким-то недовольством, можно любую женщину, так скажем, настроение ей изменить в ту сторону, которую нужно нам, то есть в хорошую сторону. 352 рубля, 148 рублей чаевых. Значит, пользуйтесь этим лайфхаком. Вот смотрите, даже если она с голосом у нее не все в порядке, там, найдите за что зацепиться. Скажите ей, блин, у вас такая сумочка крутая, блин, я вот такую искал жене в подарок, так и не смог найти. Она вам так идет. Или у вас такие волосы красивые, вы, наверное, какими-то дорогими шампунями пользуетесь, или еще чем-нибудь, или от вас так приятно пахнет, а что у вас за туалетная вода? Я вас уверяю, любая девушка, женщина, телочка, она так же, как и мы, любит ушами. Она поменяет свое настроение. И, возможно, оставит вам даже деньги. А если вы будете развивать конфликт, то это будет минус чай и очень плохая оценка в таксометре. Друзья мои, дарю вам этот лайфхак. Пользуйтесь. Всего хорошего. Пошел работать. Будьте счастливы. Пока-пока. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.